Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Если вам понравится это видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте пальчик вверх, и это будет стимул для меня снимать все новые видео. Сегодня я хочу с вами поделиться вязанием вот таких чудесных детских носочков. У меня на канале есть видео, в котором я сравниваю эти носочки с еще двумя вот такими. Можете перейти по ссылке, так, и посмотреть, в чем разница и в чем схожесть вот таких вот при вязании таких вот носочков. Так, видео называется «Детские носочки. Сходство и отличия». Кроме того, я хочу показать, что из такой пряжи я связала и носки на 39-41 размер. Так, из такой же самой пряжи. Поэтому, если вас интересует, как я вязала вот эти носочки, вы можете смело перейти по ссылочке в описании. Так, эти носки называются «Радуга». Так, и там попетельный подробный мастер-класс по вязанию вот таких вот чудесных, уже большого размера носков. В этом мастер-классе я подробно вам расскажу, объясню и покажу, как связать вот такие вот носочки. Так, у меня был один моточек, и вот что осталось от этого моточка. 50 грамм. Так, пряжа у меня молочный китайский хлопок. Я ее покупала на Алиэкспрессе. Она специально для деток, гипоаллергенная, очень мягкая, и можно стирать при 30 градусах в машинке. Так, и метраж этой пряжи 105 метров на 50 грамм. То есть у нас 210 метров в 100 граммах. Так, вот такая вот ниточка, толстая довольно-таки. И вы можете подобрать также свой метраж. Можете взять 200-220 метров. Так, и вывязывать попетельно за мной детские носочки. Вяжутся они очень легко, очень просто. Я вам все покажу. Спицы у меня были номер 4. Количество петель для наборного края 32. Расход пряжи совсем небольшой. Получилось 30 грамм. А сейчас приступаем к вязанию. Набираем 32 петли плюс 1 для замыкания в круг. Я набираю эластичным способом. Вот таким. Первая у нас получается двойная. Следующая с указательного пальчика дальняя ниточка, а с большого пальца ближняя. И сбрасываем на спицу. Кроме того, у меня есть на канале отдельное видео небольшое по совету, как правильно набирать петли и замыкать в круг. Так, видео называется «Правильно-неправильно замыкание в круг». Если вас интересует, можете переходить по ссылочке и посмотреть. Итак, набираем 33 петельки. Так, вот я набрала 32 петельки плюс 1 для замыкания в круг. Всего должно быть 33. Так, и сейчас мы будем замыкать в круг. Так, каким образом? Делим леску делим вязание, вот это вот наборный край на 3 части. И леску вытягиваем в любых 2 местах. Так, первый ряд у нас всегда такой кропотливый, довольно-таки не очень легкий и быстрый, но очень важно пересчитать петельки для того, чтобы было точное количество, которое нам необходимо. Иначе нам придется потом, если вы ошибетесь в одной петельке, вам придется опять распускать вязание. Так? И вот таким образом мы вытянули леску в 3 местах. Так, и обязательно пересчитаем петельки. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Так, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 33 для замыкания в круг. Каким образом мы замыкаем? Я люблю именно вот таким вот. Петелька с левой стороны, первая. Так, я ее переношу на правую спицу. А последняя, вот эта вот, которая с хвостиком, мы ее набрасываем на первую. Вот таким образом. Видите? Только не наоборот, потому что будет вязание, затем соединение будет видно очень. Смотрите, у нас не будет никакого соединения. Потом, когда будет вязаться носочек,
у нас этого соединения не будет. То есть краешек у нас будет очень ровный. Вот я сейчас вам покажу. Так, вот здесь вот я заправила ниточку. Так, вот здесь вот она видна. И здесь вот было это соединение. Так, если посмотреть, оно, видите, абсолютно незаметно. Мы замкнули вязание в круг. Сейчас лучше повесить маркер. И вяжем резиночку 1 на 1. Первая у нас будет лицевая. Затем изнаночная. Первый ряд всегда более такой кропотливый. Вот. И дальше вяжем резиночку 1 на 1. Итак, я провязала 20 рядов резиночкой 1 на 1, то есть 1 петелька лицевая, 2 изнаночная. 20 рядов. Как считаем ряды, если вдруг вы что-то позабыли? Смотрите, вот у нас вот эти вот стенки. Каждая стенка — это значит 1 петля. И считаем внимательно. Вот у нас идет, смотрите, вот это вот первая петля. Значит, это вторая будет, третья, четвертая, пятая, ну и так далее. Всего у нас получилось 20 рядов. Дальше мы будем вывязывать стенку пятки. Пятка состоит из 3 частей: стенка, чашечка и клин подъема. Так вот, и мы стенку будем вязать вытянутыми петлями. Смотрите, вот у меня носки, носок точнее. Мастер-класс на такие носочки, я их назвала «Нежность», у меня есть на канале. Можете переходить по ссылке в описании. Нежные носочки. Так, и вот у нас, смотрите, вот у нас пяточка вытянутыми петлями, точнее стенка. Вот так она выглядит, видите? Так, вот это вот у нас чашечка. Так, чашечка. Она уже лицевыми петлями, видите? И дальше идет клин подъема. Вот это вот клин подъема. Так, и мы будем петли, стенку пятки увязывать вот этими вытянутыми петлями. Вот так вот у нас получится красиво. Стенку пятки, вот эту вот стенку пятки, мы будем провязывать вытянутыми петлями. Каким образом? Смотрите, первый ряд мы делим вязание пополам. Вот у нас ниточка, начало ряда. Значит, мы сейчас будем вязать вот эту вот только сторону. Это будет стенка. Вторая часть пойдет наперед. Так. Ну, я вообще подсказку вам даю. Вяжу, видите, на круговых спицах и разными размером. Так. Это у меня спица 3,5. А здесь я вяжу номер 4. Почему разными? Потому что рабочая нить, рабочая спица у меня 4. Потому что так удобнее вязать в круговом вязании. Почему? Потому что вот эта вот спица, которая слева, она скользит, петельки скользят, и очень хорошо провязывать без труда. Значит, это первый лицевой ряд стенки. 2 первые петельки мы провязываем лицевой. Следующее будем повторять. Первая петелька у нас снятая, мы ее просто снимаем. Нить за работой. Вот видите, ниточка за работой. Следующая будет лицевая. И так повторяем. Снимаем, нить за работой. Лицевая. Снимаем, лицевая. В конце ряда 3 петельки. Эту снимаем. 2 последние провязываем лицевой. Это лицевой ряд. На изнаночной стороне. Так, изнаночная сторона. Мы вяжем только вот эту часть. Переднюю пока не трогаем. Вот эту вот не трогаем. Вяжем ту часть, мы ее перевернули. Так.
И сейчас мы будем провязывать на изнаночной стороне все петельки лицевыми, изнаночными. Но первые 2 петельки мы провязывать будем в изнаночном ряду, в рядах всегда одинаково. Первую мы снимаем как кромочная, а затем идет у нас изнаночная. А вторая у нас тоже снимается. Смотрите, нить перед работой. Видите? Вот ниточка перед работой. Первую кромочную сняли, это нить перед работой. И провязываем тоже все остальные петли. У нас изнаночная сторона изнаночными петлями до конца ряда, не довязывая 2 петель. 2 последние петли мы тоже не провязываем. Нить перед работой. Мы их просто переснимаем вот на рабочую спицу. Разворачиваем вязание уже на правую сторону. И вот эти 2 ряда мы будем с вами чередовать. Итак, мы должны будем с вами провязать 16 рядов. То есть 8 лицевых, 8 изнаночных. На канале у меня есть отдельное видео, которое так и называется «Красивый боковой край стенки пятки». Там, где я рассказываю более подробно, как вязать вот эту вот стеночку. Можете переходить по ссылке, она в описании, и посмотреть, как это более подробно делается. Вот я уже провязала 14 рядов вытянутыми петлями. Это стенка пятки. Как можно посчитать, сколько рядов провязала? Смотрите. Это у нас вытянутые петли. Вот если присмотреться вот таким образом, у нас получается эти вытянутые петли, они более, скажем так, выступают. Вот, видите, это вытянутые петли. Потом идет ряд, где мы провязывали лицевой в лицевых рядах, и она прямо вот так вот впадает туда. Значит, там, где выступают петли, это у нас будет 1 вытянутая петля. Это означает, что мы провязали 2 ряда. Таким образом считаем, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот это вот у нас последняя, 7-я. То есть 7 у 2, 14 рядов. Нам надо провязать 16. Показываю еще раз, как мы вяжем край стенки. Вот таким образом, чтобы у нас получилось. Вот таким образом, вот здесь вот. В лицевом ряду 2 первые петельки провязываем лицевой. Дальше это у нас, видите, петля вытянутая, она выступает. Мы ее снимаем, нить за работой. Дальше идет лицевая. И таким образом до конца ряда. В конце ряда мы с вами 2 последние петли тоже провязываем лицевой. Вот. Это у нас будет 15 ряд. 16 ряд изнаночный. Это последний ряд стенки пятки. Первую петлю мы снимаем как кромочная, а вторую снимаем не провязывая. Так у нас получается, вот она снимается, нить перед работой. Поскольку это у нас изнаночный ряд, значит мы вяжем все петли изнаночными. Так, в конце ряда у нас получается, в конце ряда последние 2 петельки тоже будем снимать. Вот у нас остались 2 петельки, мы эту снимаем. И последнюю, и предпоследнюю. Мы их сняли, просто не провязали. И у нас получается вот такой вид стенки пятки. Это называется вытянутые петли. Стенка пятки у нас получилась, ну, где-то
3 сантиметра. Может чуть, да, 3 сантиметра. Дальше вяжем чашечку пятки. Чашечка пятки вывязывается следующим образом. У нас на спицах половина петель, значит, это у нас всего 16 петель. Мы делим вот эту часть на 3 примерно равные части. Так, значит, посерединке мы возьмем 6 петель, а по бокам у нас будет уже 5. И всего у нас получается 16 петель. Так, каким образом мы будем формировать чашечку пятки? Чашечка пятки — это у нас вот эта вот часть. Вот она на подошве. Так, она вывязывается таким образом, вот, чтобы была такая вот, формируется косичка. Так, каким образом она вывязывается? Мы будем провязывать сначала 5 первых петель, затем следующих 5. В конце вот этой центральной части последнюю петлю мы будем не провязывать, а вместе с первой, с третьей части мы будем провязывать вместе. Итак, вяжем чашечку пятки. Первые 5 петель провязываем. 1, 2. Но здесь уже будем провязывать просто лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это вот 5 провязали. Сейчас 5 следующих петель провязываем. 2, 3, 4, 5. А сейчас с центральной части отсюда и первую петельку с третьей части будем провязывать вместе. Мы с вами будем провязывать за заднюю стенку, которая вот у нас находится там, лицевой петлей 2 петли вместе. У нас получается вот такая вот косичка будет. Так, и запоминаем. Здесь мы провязываем в лицевых рядах 2 петли лицевой за заднюю стенку. Дальше разворачиваем вязание, то есть у нас уже осталось 4 петельки вот здесь вот, и мы идем уже назад. Первую петельку мы снимаем, чтобы у нас красиво формировалась косичка. Мы снимаем, нить у нас будет перед работой. Так, вот таким образом. И дальше у нас идет изнаночный, поскольку это изнаночная сторона. 2, 3, 4, 5. Первую петельку мы снимаем как кромочная, и дальше у нас 5 изнаночных, поскольку это у нас изнаночная сторона. Точнее, у нас должно быть 5 на спице. Смотрите, вот у нас осталось 4 петельки. От этих 5 у нас осталось 4. Дальше мы должны провязать опять 5 петель, только 5 центральных. И здесь у нас последнюю петлю со второй части и первую петлю с третьей части мы будем провязывать уже тоже вместе. Но на изнаночной стороне будут 2 петли вместе изнаночной. Так, считаем. 4 осталось. 2, 1, 2, 3, 4, 5, центральная часть. И 6-я петля. И первая петля с третьей части мы провязываем изнаночной. Уже за переднюю стенку. Так, то есть вот таким образом. Так, и подтягиваем обязательно. Не довязываем 4 петель, разворачиваем вязание. И таким образом мы с вами будем вязать дальше чашечку пятки. То есть первую петельку мы снимаем в лицевой стороне как кромочную. Дальше на лицевой стороне у нас будут лицевые петли. Мы провязываем 5, то есть мы всегда будем провязывать 5, а 6-ю всегда провязывать с первой следующей части. Вот она у нас даже видна. Видите, как она отделяется на спицах. Это последняя петля
вот этой центральной части. И мы на лицевой стороне провязываем вместе. Лицевой за заднюю стенку, чтобы у нас формировалась такая вот косичка. Косичка вот у нас такая получается. Опять разворачиваем вязание и на изнаночной стороне вяжем изнаночной. Первую кромочную мы снимаем, не провязываем, снимаем. Дальше у нас идут изнаночные, их всего должно быть 5. Вот этих 5 центральных, а 6-ю мы будем провязывать со следующей петлей. Но поскольку это у нас изнаночный ряд, значит мы будем провязывать за передние стеночки, то есть вот видите, то, что ближе к нам находится, то, что к нам ближе. Не за те стеночки, а за эти, за которые являются передними. Так, и провязываем 2 вместе изнаночной. И подтягиваем обязательно. Разворачиваем вязание, видите, и у нас получается, здесь уже убавляются петли по бокам. То есть было 5, стало уже сейчас 3. И на второй части тоже. То есть вот мы смотрим на стенку пятки. Так, у нас 3 осталось отсюда, 3 осталось отсюда. И по центру у нас всегда будет 6 петель, которые они будут всегда идти вывязывать вот эту вот чашечку. Так, вот это вот и есть центральная часть. Вот она, вот эта вот часть у нас и будет центральная. По бокам идут это убавки. На спицах у меня остается по одной убавке справа и слева. И мы закругляем это вязание. Смотрите, с этой стороны слева у нас последняя убавка в лицевом ряду за заднюю стенку лицевой петлей. И подтягиваем. Вот у нас получается вот такая чашечка. Видите, вот эта вот косичка, про которую я вам говорила. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем последнюю убавку. Мы снимаем кромочную. Дальше у нас идет 5 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5. То есть первых 5 петель. 6-я всегда будет провязываться со следующей в изнаночном ряду вместе за переднюю стеночку. И подтягиваем. На изнаночной стороне мы заканчиваем убавки. Вот у нас сформирована чашечка. И дальше мы будем вязать клин подъема. То есть сейчас у нас мы с вами будем набирать петли по бокам. Вот за эти косички мы будем с вами набирать петли. Их всего должно быть 9 вот здесь. Вывязываем клин подъема. Делим чашечку пополам, провязываем первые 3 петли. Затем вытягиваем леску, спицу. И уже отсюда у нас будет идти начало ряда. Так, провязываем следующие 3 петельки. И начинаем набирать петли по бокам. То есть боковые петли в клине подъема. Мы будем с вами набирать за вот эти вот стеночки, которые провязывали мы. И они получались двойные. То есть вот за эти двойные петельки. Вот смотрите, вот. И начинаем провязывать. Так, первая петелька, вот она. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Так. Восьмая. Так. Пересчитаем 3 петельки чашечки. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8. Должно быть 9. Значит, мы должны с вами добрать еще одну петлю. Так, каким образом? Вот у нас протяжка. Так, мы можем с этой протяжки провязать скрещенной.
Смотрите, вот таким образом располагаем протяжку и провязываем. Получается скрещенная петля. И вот у нас будет тесное такое соединение с верхом нашего носочка. Я всегда вешаю маркер для того, чтобы не ошибиться, где у нас будут делаться убавки в клине подъема. Значит, вешаем маркер. Здесь мы тоже должны вытянуть спицу. Так, делим петли пополам. У нас должно быть по 8 петель. 8. Вытягиваем спицу на половине. Так, то есть здесь 8 и здесь 8. Вытягиваем спицу. И дальше провязываем этот ряд. Так, мы сделаем таким образом. Будем провязывать верхнюю часть носка по рисунку. Что это значит? Вот как мы видим лицевую петельку, мы будем провязывать. Изнаночную тоже будем провязывать. Провязываем верхнюю часть, а затем нижнюю. И там мы с вами встретимся. После того, как провязан верх, вешаем маркер. И начинаем с вами тоже добирать петли уже с обратной стороны. Таким же самым образом. Так. Первую петельку мы посмотрим. Если можно вот таким образом, видите, не провяжешь, значит нужно делать петлю скрещенной. Так. Вот таким образом одеваем, провязываем и смотрим, как у нас получается. Если у нас подтягиваем так красиво, нету дырочки между соединением, значит можно дальше набирать петли. И таким образом набираем дальше петельки. Вот сюда идем. В конце того, как мы с вами набирали петли, у нас получается вот такое соединение. Так, вот это вот выбежала ее назад. И здесь вот видите, как у нас будет некрасивая такая вот дырка. Так, я поступаю следующим образом. Опять я надеваю на спицу и делаю скрещенную петлю. То есть не так вот делаю, это будет прямая, но она будет дырка большая, видите? Так, а делаем скрещенной. То есть надеваем на спицу вот таким образом и за заднюю стеночку там продеваем ниточку и провязываем. Так, и смотрите, вот у нас что получается. Красивое соединение с чашечкой. Дальше мы будем провязывать чашечку, то, что у нас осталось 3 петельки. Следующий ряд мы с вами по кругу провяжем, но при этом будем сохранять вот этот вот узор. Резиночка 1 на 1, которая будет идти сверху нашего носочка. И мы с вами опять вот здесь встретимся. Когда мы набрали клин подъема, вот эти боковые петельки точнее, у нас получилось полностью на одной части спицы 20 петель. 20. И на второй тоже 20. Но поскольку мы набирали здесь 32 петли, значит и мы должны убавить до тех пор, пока на каждой спице не останется по 16 петель, а вместе будет 32. Еще один такой момент. Там, где мы с вами первую петельку набирали, так, где соединяется вот верхняя часть носка и нижняя, обязательно подтягивайте нить. Туго вот эту вот первую петельку мы с вами провязать должны и очень сильно подтянуть, чтобы соединение было тугое, чтобы не образовалось никакой дырочки. Первый ряд с убавками в клине подъема. Довязываем вот эту часть до 3 петель маркера. Так, вот 3 петли осталось до маркера. Я обычно оставляю таким образом, чтобы было у нас красивое соединение, скажем так, не в верхней части с нижней. Первую петельку я всегда оставляю лицевой. И вот эти вот 2 петельки мы с вами будем убавлять. То есть было 2, станет 1. Так, поскольку у нас пяточка находится справа, значит и убавку мы будем делать вправо. Вправо. Каким образом делается убавка вправо? Очень легко. За 2 стеночки, которые находятся ближе к нам, вот они, называются передние.
мы провязываем вместе лицевой. И если внимательно посмотреть, это у нас косичка, вот смотрите, она уже, затягиваем нить, так, она будет идти вправо. Смотреть, она будет вправо. Так, и когда мы будем убавлять петельки, у нас получится вот такое убавление. Так, красивое убавление. Следующую петельку мы с вами провязываем лицевой. Маркер идет верхняя часть носка по рисунку. И провязываем до вот этого маркера. Вот мы с вами провязали до маркера. Это у нас получается пяточка слева находится. Значит, делаем сейчас убавки в клине подъема влево. Первую петельку мы провязываем лицевой так же, как и здесь. Так, у нас вот последняя петля, вот это была провязана лицевой. Вот это. Здесь у нас тоже лицевая. И убавки каким образом? Первую мы снимаем, нить за работой. Следующую провязываем, а вот эту, которая была снята, мы накидываем на следующую петельку. И у нас получается с наклоном влево. Запоминаем каким образом. Если у нас пятка находится слева, значит убавки делаем в левую сторону. Если у нас пяточка находится справа при вязании, значит убавка пойдет тоже вправо за две передние стенки. Здесь мы сделали убавку влево и дальше провязываем по кругу. Следующий ряд у нас будет полностью провязан без убавок. То есть один ряд с убавками. Так, не забываем, что мы вот эту вот петельку провязываем, а дальше будем провязывать вот эту и эту следующую. Точно так же, как и здесь, не довязывая одну петельку. Таким образом мы с вами будем убавлять 4 раза. То есть один ряд с убавками, в двух местах 2 убавочки будут, и следующий ряд без убавок. Опять один ряд с убавками, вот здесь и здесь. Опять без убавок. Еще раз повторяю, 4 ряда с убавками. То есть у нас получится вот здесь на этой спице 8 петель. Потому что сверху у нас на верхней части носка 8 петель. Здесь 8. Здесь должно быть 8 остаться. И здесь. Всего 32 петли. Такое количество самое, которое мы набирали с вами в начале самого вязания. Даю такую подсказку, чтобы потом мы посчитали количество рядов. Можно воспользоваться, конечно, счетчиками рядов. Так, можно обойтись и без них. Так, для того, чтобы запомнить, где у нас начинается первый ряд, который мы с вами будем сейчас провязывать, можно воспользоваться маркером. На эту петельку, там, где у нас было убавлено, так, мы можем вот таким образом одеть маркер. Так. И когда мы провяжем эту петельку, у нас будет видно, где мы начинали первый ряд, а всего их должно у нас в данном случае 13 провязать. Так, легко будет подсчитать. Или же можно обойтись и без маркера. Смотрите, можно взять обыкновенные резиночки детские, которые продаются, в продаже их много. Так, одеваем на эту петельку, которую вот мы сейчас будем провязывать. Вот таким образом. Так. И у нас остается эта резиночка на этой петле. Мы провязываем. Дальше у нас пошло наше вязание. И таким образом мы будем видеть, где у нас, в каком ряду начинается вот эта вот убавка. Так. Эту резиночку легко потом отрезать, когда уже будет готовый носочек. Итак, я провязала 13 рядов. Вот у нас была последняя убавка. Это у нас идет уже первый ряд без убавок. И можно посчитать ряды. Здесь у нас должно быть 13. Считаем 1, вот за эту петельку, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И сейчас мы с вами будем
формировать мысок. Мысок у нас будет звездочка. В чем заключается суть этого мыска? Количество петель вообще должно делиться на 4. У нас 32. Делим на 4, да? Если у нас будет какой-то остаток, значит, это количество лишних петель мы должны убавить до формирования этого мыска. Количество петель 32 у нас мы делим на 8 частей. Любое количество, которое у нас будет, мы делим на 8 частей. Так, и убавки мы будем делать следующим образом. В одном ряду у нас будет 8 убавок. То есть, получается, в каждой части, как я уже сказала, 8 частей. И в каждой части мы будем сейчас делать убавку за 2 петли вместе за переднюю стеночку. Так, провязывать лицевой. Это у нас будет первый ряд убавок. Здесь у нас будет 8 убавок. Итак, поскольку у нас 4 петли в одной части, мы провязываем 2 петли и дальше делаем убавочку вот таким образом. Вот у нас первая часть провязана. Всего их должно у нас быть 8. Вторая часть. Провязываем 2 петельки опять, а 2 следующие провязываем, делаем убавку. Маркер нам уже не нужен. И опять провязываем 2 петельки. Здесь у нас уже сверху рисунок, но мы уже будем вязать лицевой гладью. И опять провязываем за передней стенки лицевой. Снова провязываем 2 лицевой и делаем убавку. Вот у нас получается на спице. На одной спице у нас было 16 петель. Осталось, считаем, сколько? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Значит, мы убавили 4 петли. На следующей стороне то же самое делаем аналогичным образом. Так, провязали мы один ряд лицевой по кругу. А сейчас будем делать последние убавки. Так, у нас получается, берем за 2 петли, за 2 стеночки вместе лицевой. Так, и повторяем до конца. То есть 2 петельки вместе и провязываем лицевой. Таким вот образом. И у нас получается на одной спице будет 4 петли. Вот они. На другой стороне то же самое. И затем стягиваем иголочкой и будем закрывать петли. Вот такие замечательные носочки у нас получились. Я думаю, что вы тоже смогли такую красоту вывязать. Если вам понравилось это видео, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, если вам было что-то непонятно. И всем спасибо за просмотр.